Когда машины в давно заброшенном карьере с ревом вернулись к жизни, никто не ожидал ничего необычного. В течение 2 десятилетий это место было заброшено, и на него никто не обращал внимания. Здесь была только пыль и работа, которую нужно было выполнять. Но когда одна из землеройных машин наткнулась на какой-то кусок металла, команда обнаружила то, чего никто не должен был найти. Съемочная группа прибыла в понедельник утром. На улице было еще темно, и поскольку карьер находился далеко от города, здесь было хорошо и тихо. Но вскоре все изменилось. Карлу и его команде предстояло расчистить заброшенный карьер от зарослей и мусора, которые росли 25 лет. Задача казалась простой, по крайней мере, так им казалось. Перед Карлом и его командой стояла цель полностью расчистить карьер до голых скалистых стен и даже расширить его более чем на 100 футов, чтобы увеличить возможности для добычи камня. В условиях стремительно растущего рынка строительных материалов потребность в камне с годами значительно возросла. Но была одна большая проблема, и она возникла сразу же после того, как они начали раскопки. Команде потребовалось 2 дня, чтобы убрать весь мусор из карьера. У них была тяжелая техника и множество современных инструментов, что облегчало задачу. Настроение было приподнятое, поскольку расширение карьера было большой работой, которая обеспечивала финансовую стабильность. Но затем, на 3-й день, команда столкнулась с серьезным препятствием. Экскаваторный кран был опущен в карьере, и вместе с ним команда уже начала углублять и расширять стены карьера. Внезапно в передней части крана раздался оглушительный звук. Вся команда была потрясена этим. Что, черт возьми, это было? Карл и его команда знали, что один из металлических элементов, должно быть, был копающей частью их крана, но во что он врезался, оставалось загадкой. Когда команда заглянула в образовавшуюся под краном дыру, они увидели перед собой металлически поблескивающую поверхность. Карл приказал своей команде взять лопаты, чтобы извлечь предмет из земли. Сначала команда увидела только отблеск желтого металла, но они быстро заметили, что объект был намного больше, чем они себе представляли. Он был не менее 5 футов в диаметре. Что это может быть? Члены команды перешептывались. Еще немного покопавшись вокруг объекта, команда с помощью своего мощного подъемного крана выполнила оставшуюся часть подъема. Глубина объекта также составляла не менее 6 футов, и команда смотрела на это с благоговением. Возможно, внутри есть золото, с энтузиазмом предположил один из работников Карла, но довольно быстро стало очевидно, что это вовсе не сейф. Что это было трудно разобрать, поскольку он все еще был частично врыт в землю. Подняв объект с земли, Карл и его команда обошли его кругом, когда он оказался между ними. С обеих сторон были двери. Карл, не колеблясь, потянул за ручку первой из них. К его удивлению, она открылась. Командир экипажа стоял внутри странного объекта. Он был около 3 футов глубиной и имел входную и выходную двери. Остальные выглядели озадаченными, но Карл, который был немного старше, узнал это. Карл зашел с другой стороны объекта и увидел, что его команда все еще озадаченно смотрит на него, но он проигнорировал предмет и направился прямо к яме, которую они вырыли. Внутри ямы стало видно круглое отверстие. Это туннель, но куда он ведет? Кто-то спросил. По группе пробежал нервный гул. Карл глубоко вздохнул и уставился в темную пасть туннеля. «Ладно, мы идем внутрь», — сказал он, пытаясь успокоиться. Вместе они шагнули в жуткий неизвестный проход. Они проржавели еще сильнее, чем дверной проем, что указывало на то, что это место не трогали десятилетиями. Пыль и паутина наполняли воздух, пока они шли. Стены туннеля, однако, были неестественно ровными, что наводило на мысль о том, что этот туннель был либо проложен мастером много лет назад, либо поддерживался в рабочем состоянии на протяжении всех лет его существования. Чем глубже они углублялись, тем больше возникало вопросов. Кто прорыл этот туннель и почему? Внезапно по коридору разнесся леденящий душу крик. Все замерли. Их фонарики задрожали в унисон. Звук был посторонний. Крик испугал их. Страх перед неизвестностью. Страх перед обрушением. Страх никогда не выбраться из туннеля.
Марк, один из самых молодых, пробормотал: «Я здесь больше ни секунды не останусь», и развернулся. Несколько человек последовали за ним с паникой в глазах. Их отступление отдавалось громким эхом, когда они карабкались назад. Карл не остановил их, он понял. Храбрость не могла быть навязана силой, а страх здесь, внизу, был опаснее любой физической угрозы. Туннель все равно был слишком узким для всей команды, и он не хотел, чтобы с ним спускался кто-то, кто не хотел бы там находиться. После того, как пыль улеглась, Карл и еще 5 членов команды остались в туннеле. Они были одни в темноте, но были полны решимости продолжать путь. Карл призвал оставшуюся команду держаться поближе и не терять присутствие духа. «Мы выясняем, что здесь находится», — сказал он, шаря лучом впереди себя. Туннель слегка изменился. Его ширина уменьшилась, балки сблизились, и на каждой опоре появились странные цветные метки разных оттенков, но одинаковой формы. Странный звук вернулся, слабый, мелодичный и жутковатый. Он разносился по туннелю, как будто звал их. Карл впервые заколебался. «Мы это делаем?» Он спросил. «Давайте двигаться тихо», – прошептал Карл. Команда протиснулась через узкий проход и замерла в благоговейном страхе. Инструменты, стены с резьбой и целое подземное сооружение лежали перед ними, скрытые, древние и удивительные. На скалистых стенах вокруг них были выгравированы замысловатые рисунки, а к стене, похожей на пещеру комнаты, были прислонены узнаваемые инструменты. Карл уставился на символ на пыльном инструменте. Он узнал его, но не мог понять, откуда он взялся. Прежде чем он успел что-либо сказать, снова раздался знакомый звук, за которым последовало что-то новое – шаги. Команда замерла. Это был уже не просто звук, что-то или кто-то приближался. Карл развернулся, подавая сигнал своей команде. Времени на раздумья не было. Было ясно, что чем бы ни были вызваны эти звуки, они приближались, потому что шаги, которые сначала послышались вдалеке, быстро становились все громче и громче. Команда Карла нервно переглянулась, не желая, чтобы их застукали там, где им не место. «Мы должны спрятаться», – прошептал Карл своему времени, указывая на туннель, из которого они пришли. Спрятавшись за валунами, Карл и команда затаили дыхание. В комнату, шаркая ногами, вошла группа пожилых мужчин. На них была поношенная рабочая одежда, их серебристые волосы поблескивали в свете лампы. Ни один из них не выглядел моложе 60. Один мужчина нес старый масляный фонарь. Команда Карла недоуменно переглянулась. Кто были эти люди? И почему они оказались здесь? Один из мужчин постарше нес масляный фонарь, мягкий желтый свет которого отбрасывал жутковатые тени на стены. Когда он раскачивал фонарь взад-вперед, металлическая петля издавала знакомый скулящий звук, который Карл и его команда уже слышали в туннеле. Теперь Карл и его команда знали его источник. Эхо усиливало шум, делая его намного страшнее, чем он был на самом деле. Группа из. Пожилые мужчины, казалось, не замечали, что за ними наблюдает скрытая команда. Они занялись своими обычными делами, зажигая еще больше фонарей, расставленных по комнате. Когда в камере стало светлее, Карл и его команда увидели самодельные кровати, изношенные, но функциональные, сделанные из старых металлических тележек и другого горного оборудования. Один из членов команды Карла, не в силах сдержать потрясение, тихо ахнул. К сожалению, вздох был достаточно громким, чтобы привлечь внимание пожилых мужчин. В ответ один из мужчин резко повернул голову в сторону темного угла, где пряталась команда Карла. «Кто там?» Мужчина строго окликнул его. Карл подал знак своей команде оставаться на месте, но было уже слишком поздно. Их услышали, и он медленно направился к тому месту, где притаились Карл и его команда. Карл быстро повернулся и вместе со своей командой побежал обратно в туннель, из которого они пришли. Путь на поверхность был долгим, но они должны были попытаться спастись. Их шаги были быстрыми, и никем не задержанные, они достигли первого поворота туннеля. Но прежде чем они успели пройти мимо него, их остановил голос старика. «Остановись! Мы не причиним вам вреда!» – крикнул один из мужчин.
Карл заколебался, не чувствуя угрозы. Человек с фонарем спокойно стоял в конце туннеля, не преследуя их. Что-то в его присутствии казалось безобидным. Карл сказал своей команде, что они должны вернуться. Мы пришли сюда, чтобы узнать, что здесь находится. Давайте выясним это вместе. Они осторожно согласились и вернулись на открытое пространство. Пожилой мужчина поднял фонарь, осветив застывших Карла и его команду. «Мы просто хотим поговорить», – мягко сказал он. Карл и его группа вышли вперед, на свет. Остальные пожилые люди вернулись к своим постелям, продолжая заниматься своими обычными делами. Человек с фонарем подошел к Карлу и протянул руку. «Меня зовут Джон». Джон с любопытством спросил, как они нашли это место. Карл объяснил, что они разбирали завалы в карьере, когда обнаружили скрытую дверь в туннель. Услышав это, выражение лица Джона мгновенно изменилось. Остальные мужчины выглядели явно встревоженными. Внезапно оживившись, они поднялись со своих постелей. «После стольких лет», – пробормотал Джон со слезами на глазах. Видя замешательство Карла, он пообещал объяснить. Он сказал им, что когда-то они были шахтерами в этом самом месте, десятилетия назад, когда здесь велась активная добыча полезных ископаемых. Во время глубоких земляных работ произошло сильное землетрясение, в результате которого большинство туннелей обрушилось, и небольшая группа рабочих оказалась в ловушке. Сначала мы пытались выкопать выход, но у нас было слишком мало оборудования. В конце концов мы поняли, что спасения не предвидится. Нас сочли погибшими. Люди прожили под землей более 30 лет. Поскольку провизии хватало на всю команду, 8 выживших тщательно распределяли припасы. Рис и бобы помогали им питаться, но самым большим испытанием для них была изоляция. Карл был ошеломлен. Это было более 30 лет назад? Джон торжественно кивнул. Мы не могли выбраться. Туннели были запечатаны, и при раскопках возник риск еще большего обрушения. Это открытие повисло в воздухе. 3 десятилетия изоляции под землей, но теперь надежда вернулась. Мы можем помочь вам, сказал Карл. Дверь, которую мы нашли, открыта. Путь на поверхность снова есть. Глаза Джона расширились от недоверия. Остальные несовершеннолетние посмотрели друг на друга. На их лицах была смесь шока и надежды. «Ты серьезно?» – спросил Джон. Карл кивнул. «Мы можем тебя вытащить». С помощью команды Карла 8 несовершеннолетних были доставлены в больницу для обследования, где они пробыли более 2 недель. Некоторые из них воссоединились с давно потерянными членами семьи в эмоциональных сценах. Даже Карл, обычно стойкий, смахнул слезу во время сердечных объятий. Карл сказал, что мы были там только для того, чтобы восстановить карьер. Теперь мы спасли 8 жизней. Вы не можете это выдумать. Новость о чудесном открытии распространилась быстро. Карла и его команду приветствовали как героев. Они появлялись в национальных новостях, рассказывая о своем опыте. Но для них настоящей наградой было осознание того, что шахтеры в безопасности. Шахта была закрыта навсегда, чтобы предотвратить дальнейшую опасность, а несколько месяцев спустя карьер был восстановлен. На этот раз с историей, которую никто никогда не забудет.